Всем привет! Если вы нажали на иконку этого видео, значит вы ищете во что поиграть онлайн на слабом ПК. Скорее всего с другом, и я вас прекрасно понимаю. Обратите внимание, что все проекты из ролика доступны бесплатно, и их минимальные требования не превышают 2 гигабайта оперативной, за исключением одной игры. Ссылки будут присутствовать в описании. По традиции, авансом поддержите это видео. Не затягиваю, берите чаек, печеньки, а я начинаю. Игра, которая появилась в Steam в 2018 году. По своей составляющей, копирующая многое из известного Fortnite. Аналогичная картинка, схожая анимация и система, позволяющая строить и разрушать любые постройки. Дополнительно отмечу, что играть в эту королевскую битву можно как от первого, так и от третьего лица. Это неплохая портированная игра, которая в силу системных требований может стать хорошей заменой множеству аналогичных проектов. На сегодня он получил более 17 тысяч обзоров, и 78% из них в основном положительные. Это шутер от первого лица в процедурном кубическом мире. Датой появления в Steam значится 2014 год. Главное, что стоит отметить, это большое количество режимов игры, в которых можно стрелять, уничтожать, строить собственную базу. Или, например, быть последним из выживших перед ордой зомби. А в некоторых режимах на одном поле боя могут участвовать до 4 команд одновременно. Большое количество разнообразных карт, которые созданы как разработчиками, так и простыми игроками. Также не обошлось и без прокачки оружия, внешнего вида и повышения уровней. Может, это далеко и не самый лучший проект из существующих, но учитывая системные требования, стоимость и если вас не отталкивают кубические миры, возможно, попробовать стоит. Это бесплатный шутер от первого лица с полностью разрушаемой средой, вышедший в Steam в 2020 году. Действие разворачивается в футуристической галактике с динамичными и хаотичными сражениями. Сам игровой процесс вдохновлен шутерами старой школы, а принять участие в матчах одновременно могут до 16 человек, по 8 игроков за каждую команду. На сегодня у проекта более 2000 обзоров со стороны игроков, а 82% из них очень положительные. И если вас не отпугивает строительство конструкций из блоков, высокая степень разрушаемости окружающего мира и не самая современная графика, то стоит попробовать. Игра, вышедшая в 2012 году, в жанре шутера от первого лица, основанная на известном нам персонаже, а именно Бэтмене, где игроки должны примерить одну из сторон, где первые люди одетые как Бэтмен, а вторая люди одетые как его заклятый враг – Джокер. В игре присутствует несколько режимов игры, таких как сбор монет из поверженных игроков, удержание газоблоков и уже знакомого нам дедматча. Дополнительно не обошлось и без украшательств. Игроки могут настраивать свой костюм, гаджеты и другие аспекты игры. А что касается оружия, то помимо привычных видов можно использовать другие гаджеты, такие как крюк, крылья планера и, например, роликовые коньки. Не забыли и о уровневой системе прокачки. Игра получилась неплохой, а из явных минусов отмечу лишь отсутствие русского языка. Онлайн-игра на тему Дикого Запада. Релиз в Steam состоялся в 2014 году. Первое, что отмечу, она полностью бесплатна и в ней нет даже микротранзакций. Реализовано немало режимов для совместной игры, от игры по целям, включающим захват зоны и уровни толкания тележки, до штурма банка, последнего рубежа и натиска. Множество видов оружия, от всем известного Кольта до винтовок Шарпса и Генри. Игра получила более 30 тысяч обзоров со стороны игроков, и из них более 90% очень положительные. И если вы не прочь окунуться в суровый мир Дикого Запада, то данная игра явно неплохое решение. Бесплатный платформер в жанре файтинга, который вышел в октябре 2017 года. Пожалуй, стоит начать с того, что в игре простое управление, благодаря чему порог вхождения достаточно низкий. Что касается цели, то, как правило, она заключается в том, чтобы сбить соперника с арены.
Отмечу, что доступно несколько режимов игры, от всем известного 1 на 1 до 4 на 4, где каждый сражается сам за себя. Оружие падает с неба в случайное место на арене, и его также множество. Но здесь все зависит от выбранного вами персонажа. В общем и целом, игра действительно интересная и веселая, особенно в компании друзей. Проект получил множество очень положительных отзывов со стороны игроков в Steam. Прежде всего, это модификация для Half-Life 2, выступающая классическим survival-хоррором. Выход проекта состоялся в далеком 2007 году. По какому-никакому сюжету в городе произошла катастрофа, в связи с чем множество людей превратилось в зомби, а те, кто выжили и не обратились, вынуждены уничтожать первых. В игре 4 вида режимов: выживание, задание, хардкор и арена. В начале раунда игроки делятся на 2 команды. Команда зомби должна истребить людей, а люди убить зомби или продержаться определенное время. В игре несколько видов оружия, от пистолетов и оружия ближнего боя до гранат и автоматов. На сегодня проект получил множество положительных отзывов. Это многопользовательский хоррор, появившийся в Steam в 2017 году. По сюжетной составляющей, в лаборатории во время массовых беспорядков часть аномалий преодолевают системы защиты, избегают из своих камер, и явно не с добрыми намерениями. Игра предлагает примерить несколько возможных ролей, таких как ученый, агент мобильной опергруппы или вовсе оказаться аномальным объектом. А случайно генерируемые коридоры лаборатории отличают каждую игру от другой и делают ее более особенной. Дополнительно отмечу множество способов дать отпор врагу, от обычного огнестрельного оружия до взрыва водородной бомбы. В общем и целом, это по-своему интересный проект, который давно нашел свою аудиторию и получил множество хороших отзывов. Это многопользовательский шутер с видом от первого лица, перекочевавший в Steam в 2021 году. В своем арсенале он имеет 12 карт и различные режимы игры, среди которых каждый сам за себя и командная игра. Отдельно упомяну о динамичном геймплее и местами завышенной хардкорности по отношению к новым игрокам. Игра поддерживает моды, благодаря которым можно создать что-то уникальное. Дополнительно отмечу немалое количество скинов. В целом, за свою стоимость проект далеко неплох, и если вы переиграли во множество игр и не знаете, что запустить дальше, возможно, данный проект не самое плохое решение. Вероятно, проект, который не нуждается в представлении, но все же релиз состоялся в далеком 2007 году. В игре присутствуют 9 классов, которые делятся на 3 группы: атака, защита и поддержка, где у каждого свои собственные уникальные возможности и характеристики. Реализовано множество режимов игры, от захвата флага и контроля точек до царя горы и сопровождения. И если вы по каким-то причинам ранее с другом пропустили данный проект, то попробовать в 2021 точно не поздно. А что касается оценок, то проект получил более 500 000 очень положительных обзоров со стороны игроков. Надеюсь, что видео оказалось полезным. И если зашло, не забывай поддержать канал подпиской, чтобы не пропускать следующие видео. А с вами было СВ. Играйте в отличные игры, а мы еще увидимся.